Ну чё, оно плавает. Всем привет! Это видео о моей второй полноценной самоделке из Lego Technic. И это плавающая модель. Правда, плавает она иногда брюхом кверху. У меня с детства было желание собрать что-нибудь плавающее и дистанционно управляемое. И вот я повзрослел, увлекся Lego Technic. И у меня даже пылится уже пара больших корпусов от Lego System набора. Вот, и я хотел построить нечто плавающее на их основе. Но судьба распорядилась несколько иначе. Все дело в том, что, зная о моем желании строить плавающие модели, один товарищ подарил мне на день рождения катамаран 42-105. И, в принципе, я решил, что это будет более рационально опробовать свои силы на модельке меньшего масштаба. В крайнем случае будет не так страшно ее потопить где-нибудь в центре пруда. Из различных обзоров на ютубе я знал, что один поплавок из набора 42-105 держит на воде около 300 грамм. А бувис и пара багги либо эль-моторов занимают немногим больше 100 грамм веса. И, соответственно, включая какие-то крепежные элементы, вся конструкция должна с легкостью уместиться на двух таких поплавках. Чтобы не заморачиваться с рулем и с раздачей вращения на несколько винтов, было решено использовать схему с двумя моторами и бортовым управлением соответственно. Модель была собрана буквально за один вечер, и с дизайном я ни капли не заморачивался. Главное было придать модели основные контуры и бежать быстрее на воду гонять. Главным элементом дизайна модели, конечно же, является спойлер, который добавляет к скорости. Кабина сделана просто в виде балок, лего-флажок для красоты. Справа и слева, соответственно, у нас стоит багги-моторы, передающие момент сразу под днище поплавков. В центре модели спрятан бувис, который все это питает. И для красоты у нас есть Power Function светодиоды и биппер от старых Lego System наборов. И далее, если мы перевернем нашу модель, то увидим, как крутящий момент через передачу 20-12 попадает на винты. Винты объединены в пары исключительно потому, что они плохо сидят на оси, и на случай, если слетит один винт, хотя бы один останется. Ну и так как сейчас у нас в модели стоит пустой корпус от бувиза, я попробую продемонстрировать работоспособность остальных элементов электрики с помощью внешнего блока питания. Пробуем светодиоды. Как мы видим, светодиоды у нас по-прежнему горят, вода на них никак не повлияла. Ну а далее можно наблюдать, как мы отключаем светодиоды от источника питания и проверяем оставшуюся у нас электрику помимо моторов. Это бипер. Такое звуковое оружие, чтобы пугать на пруду уток. Бипер не пострадал. И у нас тест мотора. Как мы можем слышать, мотор у нас живее всех живых. Смотрим на винты. Да, все у нас крутится, вертится, все здорово. Тайский багги-мотор успешно пережил купание. Ну и в конце хочется рассказать о выводах, которые я сделал после постройки и испытания этой модели. И, возможно, исключая какую-то из этих причин, то в целом мой заплыв был бы более удачным, и мне бы не пришлось сейчас сушить бувис. Первая причина — это же, конечно же, тяжелая задница. На видео видно, как модель задним бортом регулярно касается воды, и как вода, очевидно, затекает через стык во внутреннюю полость конструкции. Еще вешая спойлер, я думал, что это может стать проблемой, но при испытании в раковине казалось, что все будет прекрасно. Конечно же, я понимал, что на реальной воде все будет куда сложнее, но здесь сыграла великая и могучая авось проканает. Второй причиной я считаю пропорции и габариты моделей. И как итог, получившийся центр масс достаточно неудачно расположен. Нужно было шире расставлять свои поплавки, нужно было занижать кабину, и в целом тогда модель была более устойчивой на воде. Но опять же сыграло желание быстрее собрать модель и побежать играться с ней на большую воду. Ну и третья причина, как бы это банально ни звучало, это кривое управление. Я управлял моделью стиками из DualShock, и в принципе все бы хорошо, но нужно было бы их инвертировать.
Как вы могли видеть на видео, я довольно часто ехал задницей вперед. Это все было потому, что я двигал стики вперед, ожидая, что модель приедет вперед. Такая у меня привычка. А модель ехала назад, и тоже перед стартом модели хотел я было инвертировать управление, потом говорю, я вось чуть-чуть покатаюсь и нормально будет. Ну вот, собственно, жопой воды я и набрал. Но в целом главным итогом является то, что я получил гору просто обалденных впечатлений за те пару минут, пока я гонял по поверхности воды, так и в те моменты, когда думал, как эту модель вытаскивать. Думал уже было раздеваться и лезть за ней в воду, но случайно подвернулась здоровенная ветка, которой, собственно, я модель и смог выловить. Ну и, конечно же, я постараюсь в ближайшее время устранить все недостатки модели. Надеюсь, что бувис просохнет, и в ближайшее время я снова отправлюсь на то же место. И надеюсь, в следующий раз мне не придется доставать модель вплавь в середине пруда. Всем спасибо. Всем пока.